Добрый вечер, дорогие друзья. Я, как всегда, рада вас видеть и приветствовать в Большом звездном зале Московского планетария. Сегодня у нас удивительная встреча и удивительный вечер. И тема замечательная, потому что проект «Радиоастрон» такой трудный, такой тяжелый, такой долгожданный. Те, кто занимается проблемами и в курсе, знают, что много лет мы ждали, когда наконец он стартует. И это произошло. Мы долго ждали результатов. Результаты есть. Сам по себе уникальный проект дает, конечно, уникальные результаты. И сегодня мы об этих результатах узнаем. У нас в гостях доктор физико-математических наук, руководитель научной программы проекта «Радиоастрон», заведующий лабораторией астрокосмической внегалактической астрономии Юрий Ковалев. Встречаем, приветствуем. Сегодня вы слышали, я расскажу про «Радиоастрон». Действительно, проект начинался много лет назад, и он, наверное, по размаху и по уровню тех технических, что ли, проблем и решений, которые были нами реализованы, наверное, это первое за всю историю нашей страны, причем здесь, наверное, можно присовокупить как историю России, так и историю Советского Союза. Я начну с рассказа о том, собственно, какова основная идея лежит в основе нашего проекта. Расскажу вам про именно, как я уже говорил, технические решения, как это все было реализовано, почему это действительно было все очень непросто, и почему так часто все это получилось. И основная часть, естественно, будет рассказ про эти первые научные результаты, которые мы получили, и некоторые из них привели в такое неподдельное изумление всех ученых в мире, начиная от нашей страны, заканчивая ближним и далеким зарубежьем, как оптимистов, так и пессимистов. Действительно, нам очень сильно повезло, и я надеюсь, что я смогу вам это рассказать. Ну что же, давайте начнем наш рассказ. Может быть, все-таки я несколько слов скажу про сам проект в следующем аспекте. Я сегодня рассказываю эту лекцию, и я буду очень часто использовать слово «мы». «Мы», подразумевая большую группу ученых и инженеров, которые стоит за спиной этого проекта и которые работали над его осуществлением. Проект начинался в заключительные годы застоя, в 79-80 году он стартовал, практически отмашку ему дал лично дорогой Леонид Ильич Брежнев. Он прошел все эти годы, тяжелые годы, которые вы прекрасно знаете, конец 80-х, 90-е годы, практически после этого развала 90-х лет нам пришлось его начинать заново. Практически все было перестроено примерно в течение 5 лет до запуска, который состоялся в 2011 году. В отличие от многих других, скажем, наземных проектов, когда вы что-то сделали не так, вы можете это исправить, здесь это невозможно. Поэтому единственный вариант успеха это вариант, который срабатывает только в том случае, если вся эта громадная команда, это команда, как я уже говорил, ученых инженеров в нашей стране, многих наших зарубежных партнеров, если каждый отработал на пике своих возможностей. К сожалению, нередко бывает, и мы являемся свидетелями подобных историй, даже одна ошибка очень может привести к очень тяжелым последствиям. К счастью, нам повезло. Итак, начну я свой рассказ с, собственно, основной идеи, которую мы используем в проекте «Радиоастрон», и идея эта связана вот с чем. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Это единственная формула, которую сегодня я буду использовать. Видите, одна величина разделить на другую. Это параметр, который характеризует, один из параметров, который характеризует космический телескоп, и он называется угловое разрешение. Этот параметр характеризует возможность радиотелескопа исследовать те или иные тонкие детали космических объектов, а также он определяет возможность любого телескопа различить два объекта, находящиеся рядом друг с другом. Так вот, в случае с радиоастрономией ситуация достаточно сложная. Эта формула, мы в числителе имеем лямбда, что является длиной волны наблюдения, а в знаменателе имеем диаметр зеркала.
Ну, как вы понимаете, среди всей астрономии, в радиоастрономии она работает с самыми длинными волнами. Вот это как раз 100-метровый телескоп, который находится в Германии, в Эфесберге. Его же фотография висит здесь в Московском планетарии. Даже размером 100 метров, да, диаметр 100 метров, но из-за того, что мы наблюдаем на достаточно длинных электромагнитных волнах, да, на волнах там, сантиметры, дециметры, метры, то вот этот параметр угловое разрешение, да, он в радиоастрономии очень плох. В том смысле, что очень быстро при развитии методов радиоастрономии мы дошли до ситуации, когда у нас были чувствительные радиотелескопы, которые при своих исследованиях далекого космоса все время видели больше, чем один объект. Да? То есть у них происходила такая вот штука, такая проблема, которая называется эффект путаницы. У вас не было возможности изучать какой-то заданный интересующий вас объект, у вас всегда в так называемую диаграмму направленности телескопа попадало больше, чем один объект. Вы все время видели несколько объектов, и вы были не в состоянии разделить их друг относительно друга. И в этом смысле радиоастрономия проигрывает любой другой астрономии, оптической, ультрафиолетовой, инфракрасной, любой. Вот это вот была проблема, которую нужно было разрешить. И ученые достаточно быстро придумали способ разрешения этой проблемы, которую мы, собственно, и называем интерферометром. Это способ, при котором вы используете больше, чем один телескоп. Вот здесь вот я для примера использую их два, и вот у вас есть такой интерферометр, на двух концах которого находятся у вас два телескопа. Вот этот телескоп в Эфесберге, Германия, это телескоп в Соединенных Штатах в Гринбенке. Вот, используя телескопы вместе, проводя специализированную обработку данных, вы уже достигаете совсем других уровней углового разрешения, потому что вы используете ту же самую формулу для оценки углового разрешения, однако в знаменателе вы уже имеете не диаметр вашего телескопа, а вы имеете расстояние между телескопами. Итак, вы делите длину волны на расстояние между телескопами. Очевидно, что в результате вы увеличиваете свое угловое разрешение на много порядков. И идею вот такого интерферометра с независимой записью сигнала была предложена в 60-е годы советскими учеными Матвеенко, Кардашовым и Шеломицким, и впервые реализована, к сожалению, или традиционно не советскими учеными, американскими учеными, в частности, в экспериментах между телескопами Соединенных Штатов и Советского Союза. Вот с правой стороны я пытаюсь продемонстрировать, да, разницу в ваших возможностях, когда вы используете одиночный телескоп и интерферометр. Вот вы наблюдаете какой-то объект на небе, вот вы его видите как точку, а в случае интерферометра вы уже видите какие-то такие тривиальные, ну, какие-то уже более подробные детали. Извините, вы мне сильно мешаете. Вы уже видите, что на самом деле это не точка, а кто-то нам из космоса улыбается. Понятно, что ученые, будучи людьми с неограниченной фантазией и, можно даже сказать, неограниченной жадностью до тех или иных новых возможностей, конечно же, не хотели останавливаться на том, чтобы иметь эти интерферометры, вот ограничение этого параметра b диаметром Земли, собственно, с какой стати. И я вам позже объясню, почему это очень важно также и с научной точки зрения. И была предложена идея вывести один из телескопов в космос. Конечно, было бы здорово послать 100-метровый, но, наверное, таких ракет пока нет. Поэтому была предложена идея вывести на орбиту вокруг Земли 10-метровый телескоп, что мы и сделали в проекте «Радиоастрон». И вот, собственно, вот здесь я пытаюсь сказать, что благодаря этому мы, собственно, и видим, кто улыбается нам из космоса. Да? Чем выше наше угловое разрешение, тем с большей точностью и с большим уровнем детализации мы можем, в частности, восстанавливать изображение тех или иных космических объектов с помощью вот таких интерферометров. Это вот идея интерферометра «Радиоастрон». Данный слайд показывает вам примеры того, какие телескопы на сегодня вот на нашей планете участвуют в подобных экспериментах. Вот их очень много разных. Многие из них вы видели, может быть, даже не сознавая того, я упомяну об этом позже. Также, естественно, Соединенные Штаты, Европа, Россия, Китай, Япония, Австралия. Вот они все объединены в такую сеть, которая регулярно работает.
Давайте я вам покажу примеры того, что на сегодня регулярно делается на Земле. Вот посмотрите, вот слева сверху, это достаточно известное изображение струи в галактике Дева-А. Это выброс очень горячего вещества из центра. Вот так вот очень узкий выброс вот в этом направлении двигается. Вот эта вот картиночка очень известная, очень качественная, получена с помощью телескопа имени Хаббла. А ниже вот это вот показано радиоизображение того же самого, и его угловое разрешение в 100 раз лучше, чем то, что может реализовать космический телескоп имени Хаббла. Вот это вот все, что вы видите здесь, и на самом деле сюда полное изображение не вместилось, оно идет туда вот все дальше и дальше. Вот это вот все фактически вот это вот самая начальная точка, которую вы видите здесь. Это вот что можно делать в смысле астрофизики с помощью интерферометров, но у них также есть очень интересные приложения и полезные для, собственно, нашей планеты Земля, и полезные даже и для вас. Вот посмотрите, это вот карта нашей Земли, ее не очень легко понять. Ну, смотрите, вот это Южная Америка, Северная Америка, Африка, Европа, Азия, Австралия, здесь Япония. Вот эти вот палочки – это стрелочки, которые показывают направление движения материков на нашей планете. И время от времени вы можете услышать такие сообщения, что Австралия двигается в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Вот все эти результаты, все эти измерения проводятся с помощью наземных радиоинтерферометров со сверхдлинными базами. Почему? Потому что мы, как с одной стороны, можем изучать с громадной подробностью космические объекты, так и с другой, опираясь на вот эти самые космические объекты, мы можем с высочайшей точностью измерять координаты точек на Земле, тех самых точек, где стоят разные радиотелескопы, и, соответственно, измерять, с какой скоростью они во времени двигаются. Кроме этого, есть очень, думаю, близкие вам практические приложения, связанные с известными системами ГЛОНАСС или ГПС. Для того, чтобы системы ГЛОНАСС и ГПС были в состоянии доставить те уровни точности, которые нам нужны, причем нужны как нам с вами, так и, несомненно, нужны нашим военным, необходимо с высочайшей точностью знать параметры вращения Земли. Например, направление оси вращения. Ось вращения Земли со временем прецессирует, и вы можете посмотреть вот на этом рисуночке координаты, в какую сторону смотрел полюс мира во времени. Вот смотрите, давайте откуда начнем. Вот с января 2010 года вот он вот так вот по небу двигался, да, до ноября 2011 года. Вот на уровне, видите, туда-сюда, на уровне так около 200 миллисекунд дуги. И знание этого направления, высокоточное, принципиально важно вот для систем ГЛОНАСС и ГПС, чтобы они могли доставить точность, которую они на сегодняшний день генерят. В противном случае это просто невозможно. Значит, то же самое касается такого параметра, который, наверное, можно видеть, как реальная длительность земных суток. Да? Она, конечно, отличается от 24 часов, это здесь отличие, это нарисовано, оно болтается так на уровне там, по порядка нескольких миллисекунд, и вот тоже во время этих 1,5 лет вы видите, как оно менялось. Вот подобная информация принципиально важна для систем ГЛОНАСС и ГПС, и есть специальные службы радиоинтерферометров на Земле, которые наблюдают чуть ли не каждый день. Есть они, очевидно, в России, есть они в Соединенных Штатах. В России это система, так называемая система Квазар. Пока мы в мире, дружба, жвачка, мы работаем вместе, и американские системы, и российские определяют все параметры вращения Земли вместе, но как только возникнут какие-то сложности, каждой стране нужно иметь свои собственные независимые системы для того, чтобы можно было обеспечивать свои вот эти вот самые комплексы позиционирования глобального. Ну что ж, я перейду уже к проекту «Радиоастрон». Я уже рассказал основную идею. Вот мы запускаем спутник в космос, и практически мы в некотором смысле заметаем во время своего движение вокруг Земли на нашей орбите такой гигантский виртуальный радиотелескоп. И в нашем случае он действительно гигантский. Обратите внимание, вот у нас орбита 9 суток, апогей, точка максимального удаления от Земли, примерно так 300 тысяч километров, то есть те возможности по угловому разрешению, да, вот по восстановлению информации про космические объекты с максимальной
четкостью, с максимальной подробностью. Те возможности, которые есть на Земле, вот благодаря запуску в космос телескопа вот на расстоянии практически до Луны, мы улучшили в 10 и более раз. А есть в экспериментальной астрономии, астрофизике такое, ну, как бы квазимнемоническое известное правило. Если вы разрабатываете новый дорогостоящий телескоп для того, чтобы так оценить, есть ли у него потенциал на прорывные открытия, вам нужно посмотреть, улучшает ли он одну из основных характеристик всех предыдущих телескопов, скажем, в 10 раз или нет. Если вы в 10 раз что-то улучшили, у вас есть действительно большая вероятность получить какие-то принципиально новые результаты. Вот мы больше чем в 10 раз улучшили угловое разрешение. Ну что же, от картинок перейдем к фотографиям, чтобы вы верили, что это на самом деле правда. Вот мы вместе совместили наш 10-метровый космический радиотелескоп, здесь вот собранный как цветочек, вот вместе с системной платформой, которая обеспечивает нас, управляет нами, обеспечивает нас питанием, связывается с Землей и так далее. Было сделано в начале 2011 года, были проведены финальные испытания. В июле 2011 года мы запустились с космодрома Байконур и несколькими днями позже успешно раскрылись. Вот сейчас я вам попытаюсь показать пару фильмов о том, как это происходило, но кроме фильмов, которые оба были сняты на Земле, я вам скажу, что если у вас есть желание, но кроме желания, вам, правда, еще нужен телескоп, увидеть наш космический телескоп, то вы действительно это можете сделать. Самое, что у меня есть обычный оптический телескоп, скажем, с диаметром зеркала какие-нибудь там 40-50 сантиметров, может достаточно без проблем увидеть наш аппарат. Более того, один из них, по-моему, расположенный в Мексике, сделал фотографию радиоастрона там, через несколько часов после запуска и смог увидеть не одну точку, а даже две рядом. Это был наш спутник и рядом находящийся разгонный блок, который, там, наверное, за полчаса до этой фотографии от него отделился. То есть мы реально существуем. Не как вопросы, связанные с флагом Соединенных Штатов на Луне. Ну что ж, давайте попробуем показать. Начнем мы с запуска нашей ракеты в космос. Вот. Я предупреждаю, что фильм со звуком. Представьте себе, что вы находитесь на Байконуре, стоите в 3 километрах вот от этой площадки. Все, что вы видите, такой маленький карандашик. И прислушиваетесь к комментариям, которые доносятся из рядом стоящего громкоговорителя. Ракета, которая нас запускала, это ракета, которая называется «Зенит». Вот это ее первая ступень, это ее вторая ступень. Вот, собственно, вот в этой части ракеты, вот под головным обтекателем, находится разгонный блок и наш космический аппарат. Ну, посмотрим, где он находится. Значит, сама ракета была... Это российско-украинская ракета. Первая ступень отрабатывает за 2 минутки. Вторая ступень отрабатывает еще минут за 15, после чего минут через 25 после запуска все, что остается в космосе, это разгонный блок и ваш спутник. Далее наступают самые сложные времена, потому что первый запуск двигателей разгонного блока – это та самая часть, которая выводит ваш аппарат на необходимую орбиту. Так вот, первый запуск происходит на другой стороне Земли, в южном полушарии, в котором у нашей страны, к сожалению, нет станции слежения. Ранее, в советское время, мы отправляли туда корабли со специальными станциями, чтобы они могли отслеживать, как же происходит запуск вот подобных разгонных модулей. К сожалению, сейчас такой возможности у нас не было. Поэтому нам приходилось рассчитывать на то, что все сработает правильно, хорошо и в определенный момент времени, в определенном месте над горизонтом, это было сделано средствами, по-моему, Байконура, отлавливать наш аппарат.
Вот нам действительно повезло. Оба включения установки разгонного блока прошли идеально, штатно. Мы были выведены на нужную орбиту с точностью, по-моему, 5%. И через 3-4 часа после запуска, садясь на самолет для того, чтобы лететь обратно в Москву, мы знали, что на заданной орбите вокруг Земли у нас летает наш аппарат. И очень было интересно наблюдать за нашими коллегами на космодроме, которые радостно говорили нам о конце громадного проекта, а для нас это было начало очень длинного и разнообразного пути. 140 секунд. Двигатель перешел на конечную ступень тяги. Полет ракеты проходит нормально. Через 5 дней, в пятницу, как сейчас помню, мы стартовали раскрытие 10-метрового зеркала. 10-метровое зеркало состоит из центральной части, это примерно диаметром 3 метра, зеркало, к которому прикрепляются 27 лепестков, сделанных из углепластика. Примерно 10 минут длится раскрытие. Вот вы видите, как это происходит на Земле, с примерно в 3 раза больше скорости, чем оно было на самом деле. Вы видите, что люди немножечко странно двигаются. Это система обезвешивания. И единственный вариант, при котором вы успешны, это если все 27 лепестков раскрываются абсолютно синхронно. Как они раскрываются? В основании зеркала находится кольцо, к которому прикреплены 27 тросиков. С одной стороны тросик держится за кольцо, за другое за каждый из этих 27 лепестков. Кольцо вращается, тросики тянут за собой 27 лепестков, и они синхронно раскрываются. Застрянет хотя бы один лепесток, конечно же, раскрытие не произойдет. Начали мы, наши коллеги из НПО имени Лавочкина, утром в пятницу. Дали команду на раскрытие. Примерно через 10 минут после этой команды пришла информация на Землю, что двигатель, который прикладывал момент к кольцу, перестал работать, но подтверждение о том, что 27 лепестков раскрылись до конца, к сожалению, на Землю не пришли. Раз подтверждения нет, вы не можете зафиксировать эти лепестки. Фактически это означает, что у вас полураскрытое зеркало, еще и не зафиксированное, и, ну, в общем, ничего хорошего. Это, наверное, был один из самых тяжелых вечеров в жизни многих участников этого проекта. Последующие оценки показали, что, скорее всего, лепестки не дораскрылись последние несколько сантиметров. Наши коллеги из НПО имени Лавочкина подумали, что же делать, и приняли решение на ночь с пятницы на субботу повернуть аппарат таким образом, чтобы Солнце могло абсолютно однородно прогреть вот это вот основание космического телескопа. По техническому заданию существует требование, чтобы градиент температур по вот этому кольцу составлял величину не больше 20 градусов. Это требование было выполнено, однако вот про проблемы вы слышали. Солнышко прогрело еще более однородно это самое колечко. На следующее утро в субботу наши коллеги из НПО Лавочкина вернулись на работу, послали команду на телескоп еще раз на раскрытие. Он смог успешно раскрыться. Они послали команду на фиксацию наших 27 лепестков. В результате 27 таких, скажем так, штыречков зашли в нужные пазы. Мы получили от 27 датчиков подтверждение, что это прошло успешно, после чего, собственно, все смогли вздохнуть с облегчением. И вот через не 5, а 6 дней после запуска, или на 6-й день после запуска, мы получили вращающийся вокруг Земли 10-метровый радиотелескоп. Я не знаю, может, вы слышали об этом, может быть, нет, но я иногда в своих докладах или лекциях шутил про книгу рекордов Гиннесса. Вот дошутился, книга рекордов Гиннесса внесла запись о том, что радиоастрон является самым крупным радиотелескопом, который был построен человечеством. На самом деле, как многие мои коллеги заметили, это даже не совсем так. Это самый крупный вообще телескоп, когда-либо выведенный и раскрытый в космосе. Итак, с лета 2011 года мы стартовали свою работу.
Вот посмотрите, это две особо важные для нас станции или два телескопа на Земле. Один находится в Подмосковье, вы можете съездить в Пущинскую обсерваторию и посмотреть на него. Другой находится в Соединенных Штатах, в штате Западная Вирджиния, на расстоянии 4 часов езды от Вашингтона. Вот эти две станции мы используем для сбора научной информации с нашего телескопа. Мы можем, это технически очень сложный проект, потому что он требует высочайшего уровня синхронизации часов, да, или времени на борту космического телескопа и на Земле. Поэтому единственная возможность для нас это сбрасывать научные данные, которых очень много, в режиме реального времени. То есть мы одновременно наблюдаем космические объекты и получаемую научную информацию одновременно сбрасываем на Землю. Ну, естественно, что у вас у всех есть интернет, поэтому вы примерно представите, какой поток у нас данных идет. Представьте себе его ширину, значит, на Землю у нас идет поток данных шириной 144 мегабита в секунду. Много это или мало? Ну, для кого-то много, для кого-то мало, но не забывайте, что у нас должна быть возможность эту информацию доставить в режиме реального времени с расстояний вплоть до лунных. Вот это вот малая часть наземных телескопов, которые работают вместе с нами. Мы интерферометр. У нас всегда должны быть телескопы на Земле, желательно крупнейшие телескопы, потому что они нам дают самую высокую чувствительность, которые работают в паре, так называемое наземное плечо, в паре с космическим плечом, с нашим космическим 10-метровым радиотелескопом «Радиоастрон». Вот некоторые из них вы, несомненно, видели в голливудских фильмах. Вот в фильме про агента 007, какой-то там глаз, или я, наверное, не помню, вот там у них было озеро, которое потом превращалось в радиотелескоп. Вот это вот 300-метровый телескоп в Аресибо, уже показанный 100-метровый в Германии, 100-метровый, опять же, в Соединенных Штатах, 70-метровая антенна в Евпатории, в Крыму. Раньше я говорил, что это 70-метровая антенна на Украине или в Украине. Сейчас я уже не знаю, что сказать. Вот, но они, по крайней мере, продолжают работать с нами. Российские телескопы 30-метровые и многие другие. Всего около или даже более 30 телескопов по всему миру регулярно с нами работают. Мы проводим порядка 100 экспериментов в месяц. Давайте я вам покажу вот единственный слайд про некоторые такие технические результаты, которыми мы, опять же, когда я говорю «мы», можно говорить «мы, россияне» или российская промышленность гордится. Вот здесь вот это справа, видите, эту бочку металлическую, это то, что называется, ну, если упростить, атомные часы или водородные часы. Это водородный стандарт частоты, который должен давать стабильность своего сигнала или стабильность хода часов 10 в минус 14 секунд за секунду. Можно это перевести в цифру, что у вас там эти часы уходят на 1 секунду за какие-то миллионы лет, однако миллионы лет нас не беспокоит, нам нужно, чтобы было 10 в минус 14 секунд за секунду здесь и сейчас. Как это проверить? Вот график я нарисовал здесь на экране. По вертикальной оси отложил отношение сигнал-шум. Это сигнал, который мы измерили, к шуму, который мы измерили в нашей системе. А по горизонтальной оси время накопления нашего сигнала. Ну, можно даже не особо пытаться вникнуть, что это такое. Главное понять следующее, что если нам удается с высочайшей точностью синхронизовать наши часы на Земле и в космосе, то красные точки, это результат наших измерений, должны лежать вот на этой вот синей прямой линии. Эта синяя прямая линия показывает, что в случае правильной работы у нас наша чувствительность со временем улучшается как корень квадратный из времени накопления. Вот эта прямая нам показывает, логарифмическая шкала. Если мы работаем только на Земле, то красные точки начнут падать с синей в какой-то момент, да, вот когда мы все больше и больше копим наш сигнал, из-за того, что на Земле есть атмосфера. И радиоволны, проходя через атмосферу Земли, ну, если так утрируя, портятся. Фронт сигнала портится. И в результате через какое-то время мы уже не сможем когерентно накапливать сигнал. То есть накапливать сигнал без потерь. И вот как только мы начинаем иметь самые потери, у нас точки начинают падать с этой синей линии вниз. В космосе такого эффекта быть не должно, потому что у нас там нет атмосферы. Поэтому, в принципе, если все работает идеально, то у нас
для наземно-космических данных вот эти точки должны начать падать вниз немножечко позже, что на самом деле и происходит. Вот на Земле, если бы это был наземный интерферометр, эти красные точки стали бы падать вниз примерно вот здесь. Вот, примерно. Не более чем 2 минуты мы можем копить сигнал для наземного интерферометра между двумя наземными телескопами. А для наземно-космического, посмотрите, мы выжили вплоть до 3-3,5 минут. Да? Чтобы мы, с одной стороны, доказали, что действительно в космосе нет атмосферы, а с другой стороны, это подтвердило, что наши водородные часы на борту, и мы проводим подобный анализ регулярно, работают строго так, как они и должны. Подчеркну, что это впервые за всю историю отечественной промышленности фирма «Время Че» у нас производит в Нижнем Новгороде атомные часы. Они впервые построили часы, так называемый активный водородный стандарт часы для космоса. Он был впервые запущен и, как вы видите, успешно работает. Что они из себя представляют, эти часы? Это в центре находится такая колбочка с водородом, рядом с ней спектрометр, который, собственно, измеряет параметры излучения, а вокруг все остальное это просто термос. Термос, который поддерживает совершенно определенную температуру у этой колбочки. Ну что ж, на этом давайте я завершу рассказ про технические детали и перейду к науке. Да, вот, первый тип объектов, который мы изучаем в проекте «Радиоастрон», называется квазаром. Да, квазары – это ядра активных галактик, они находятся на расстоянии миллиарды световых лет от Земли. Те квазары, свет от квазаров, которые мы наблюдаем сегодня, был ими испущен именно вот это вот количество времени назад, и, скорее всего, в настоящий момент они уже выглядят совсем по-другому. Мы считаем, что в центрах подобных объектов находятся очень тяжелые, так называемые сверхмассивные черные дыры массой миллиарды масс Солнца. Вокруг них вращается диск из пыли и газа, так называемый аккреционный диск. Вещество из аккреционного диска падает на центральный, очень тяжелый объект, сверхмассивную черную дыру, и часть его вырывается наружу в виде узких, так называемых коллимированных струй релятивистского, то есть очень быстрого вещества. Вещества, которое двигается со скоростью около примерно равной скорости света. Давайте мы с вами посмотрим фильм про это. Понятно, что это фильм, нарисованный руками человека. В центре черная дыра, очень маленькая такая. Вот вокруг нее аккреционный диск из вещества, и вещество падает в центр. И вот посмотрите, вот мы уходим все дальше и дальше. Мы, естественно, видим звезды, которые находятся вокруг. И вот этот вот узкий лучик или узкий поток вот этого вещества очень быстрого двигается на совершенно гигантские расстояния, вот с расстояний, каких единицах сказать, таких более понятных, с расстояний от нескольких световых дней, нескольких световых недель до расстояний в, ну скажем, я думаю, что тысячи световых лет, несомненно. Вот как выглядит у нас квазар, и в проекте «Радиоастрон» одна из основных программ посвящена исследованию именно квазаров. Вот это вот первое радиоизображение, которое построил радиоастрон для далекого квазара. И вот что конкретно нам удалось сделать нового, то вот, собственно, начало релятивистской струи сопло, да, этого самого квазара, мы смогли измерить его ширину. С Земли углового разрешения наземных телескопов и интерферометров недостаточно, и вот ширина оказалась примерно равна 1 световому году, да, вот ширина этого начала релятивистской струи, куда, собственно, впрыскиваются эти очень быстрые частицы. И это принципиально важная информация. Она принципиально важна для теоретиков, потому что вообще как работает наука? Да? Мы строим теоретические модели, они дают определенные предсказания, которые экспериментаторы проверяют. Или экспериментаторы получают какие-то такие основные параметры космических объектов, и физики-теоретики, астрофизики-теоретики используют их для ограничения или для построения тех или иных физических моделей того, как оно работает. Так вот, мы до сих пор, на сегодняшний день, в полной мере не представляем, как работает центральная машина этих квазаров, каким образом она умудряется сколлимировать, то есть формировать вот такие очень узкие выбросы. И информация про ширину выбросов принципиально важна. Вот нами была она получена относительно недавно, и сейчас наши коллеги и в России, и за рубежом активно ее используют для, собственно, проработки моделей, как же формируются подобные струи очень быстрого вещества. Кроме этого, существовала на протяжении последних 40 лет следующая проблема.
яркость вот этих ядер квазаров, сопел релятивистских струй, на протяжении последних этих десятков лет измерялась на определенных уровнях, и вот выше этих уровней не получалось. То есть фактически экспериментальные результаты показали, что яркость квазаров не может превышать определенную величину. И на основании этого была построена такая стандартная модель физической картины, как же работают эти релятивистские струи. И мы считаем, что там излучают релятивистские, то есть очень быстрые электроны, так называемым синхротронным механизмом излучения, который был впервые открыт именно на Земле на синхротроне, на ускорителе. И если так оно и происходит, то есть определенное предсказание, что вот яркость квазаров не может превышать определенного значения. Однако оказалось, что наземные системы, наземные телескопы, интерферометры в силу своих ограничений, вот именно ограничений по угловому разрешению, даже если квазары ярче, просто не могут измерить подобные уровни. Это вот примерно, как вы знаете, мне пришла в голову аналогия из-за того, что сейчас по Москве грипп очередной раз идет, по крайней мере, по московским школам. Вот представьте, что вы пришли в класс в школе, и вы все, что вы можете измерить температуру каждого ребенка в классе. И результаты у вас измерений показали следующее, что у половины детей в классе температура 36,6. У второй половины детей в классе температура 37,0. Но проблема заключается в том, что ваш термометр проградуирован только до 37 градусов. И температуру ребенка выше 37 градусов вы просто не можете измерить. Просто вам ваш термометр этого не позволяет. Вот технически, если температура больше, чем 37 градусов, она покажет 37 и не больше. Соответственно, вы не знаете, температура вот этой вот второй половины детей в классе, она какая? Она около 37, около 38, около 39-40 или что? Вот фактически вот мы вот в этой ситуации жили последние 40 лет. И именно запуск проекта «Радиоастрон в космос» позволил нам получить в руки новый термометр, который впервые дал в руки ученых инструмент для измерения уровня яркости квазаров и возможности увидеть, действительно ли они сильно ярче, чем то, что мы думали раньше, или нет. А это принципиально важно, потому что в зависимости от того, какие вы получаете результаты, вы или подтверждаете наше современное представление о том, как работают квазары, как работают джеты в квазарах, да, вот эти вот самые струи, либо вам нужно менять это ваше представление. И вот фактически на сегодняшний день, вот прошло примерно 1,5 года с момента, как мы начали изучать в массовом порядке далекие квазары, вот посмотрите, что мы получили. Да? На сегодняшний день для более 60 квазаров нам удалось успешно получить измерения. Мы поставили громадное количество разнообразных рекордов, включая там, понятно, что мы не только построили, но мы успешно применили интерферометр и реализовали самое высокое за всю историю астрономии угловое разрешение. Мы построили самый крупный за всю историю человечества измерительный инструмент, практически размером с Земли до Луны. И мы успешно смогли измерить сигналы, вот именно интерференционные, именно интерферометр, вот вплоть до размера нашего интерферометра 26 диаметров Земли. Нам действительно доступен теперь диапазон величин яркости ядер галактик, который ранее был в принципе невозможен для изучения. И они, сюрприз, оказались значительно ярче, чем ученые считали раньше. Вот это тот самый первый сюрприз, который преподнесла нам Вселенная. Почему сюрприз? Потому что это оказалось серьезнейшей проблемой для астрофизиков, теоретиков. Потому что теперь нам нужно либо менять ту стандартную модель работы квазаров, которую мы имеем, не сильно подправлять, либо приходить с чем-то принципиально новым. Ну, вот, приведу я вам пример. Я вам рассказывал, что мы считали, что в релятивистских струях квазаров излучают быстрые очень электроны, но они не позволяют нам объяснить в стандартной ситуации вот те величины яркости, которые нам позволил измерить радиоастрон. Один из возможных вариантов, как мы можем эту проблему решить, это предположить, что в квазарах вот этот свет, который мы видим, это излучение не релятивистских очень быстрых электронов, а релятивистских очень быстрых протонов.
Протоны в 1000 раз тяжелее, примерно в 1000 раз, чем электроны. Соответственно, они могут в 1000 раз сгенерить более высокий уровень яркости. Проблема заключается в том, что в этом случае в 1000 раз тяжелее их разогнать до скоростей, близких к скорости света. И это как раз самые проблемы, которые нашим коллегам-теоретикам нужно решить. Но с другой стороны, вы понимаете, насколько это оказывается принципиально важным результатом. В случае, если последующие изучения, скажем, подтвердят, что это могут быть релятивистские протоны, то кроме изменения нашего понимания о природе излучения квазаров, это также может позволить нам решить другую громадную проблему, другой громадный вопрос. Это вопрос об источнике высокоэнергетичных космических лучей. Это был один из нескольких примеров, вот как можно объяснить наши новые результаты, но мы как раз сейчас активно над этим работаем, поэтому я не рискну дальше углубляться в эту тему. Естественно, я не могу проигнорировать такой важный и интересный вопрос, как черные дыры и кротовые норы. Как оказывается, про кротовые норы знают даже дети начальной школы, потому что, похоже, родители позволяют им смотреть телевизор, как мне рассказывали делал я однажды лекцию в начальной школе одного из моих детей, и первый вопрос по окончании был именно про кротовые норы, поэтому я не могу обойти их вниманием. Радиоастрон позволяет изучать такие возможные уникальные объекты. Это связано со следующим. Понятно, что черную дыру увидеть невозможно, она черная. Однако существуют достаточно подробные предсказания теоретиков о том, как должна выглядеть тень от черной дыры. В случае, если это черная дыра с так называемым горизонтом событий, то у этой тени, вот посмотрите, здесь, например, один из примеров этого моделирования, должна быть четкая, достаточно четкая граница. В случае, если это какой-то другой тяжелый объект, то этой четкой границы вы увидеть не должны. В зависимости от того, какова масса этой центральной черной дыры, от этого зависит размер тени. Соответственно, вот есть относительно близко к Земле, на расстоянии всего 16 мегапарсек. Свет оттуда идет к нам не миллиарды, а миллионы лет. Вот интересная очень галактика в созвездии Дева. Вот для нее угловое разрешение проекта «Радиоастрон» достаточно для того, чтобы увидеть тень от черной дыры в центре этой галактики. В том случае, если нам повезет, что радиоволны окажутся прозрачными и смогут выйти из этого начала, из этого центра галактики Дева. Вот наблюдение этого объекта с попыткой построить, восстановить изображение в центре, возможно, с попыткой увидеть впервые, увидеть тень черной дыры, было проведено всего пару недель назад. Наши наблюдения прошли очень успешно, и мы надеемся, что вообще обработка подобных данных, она занимает продолжительное время, она очень непроста технически. Мы надеемся, что через несколько месяцев мы будем иметь первые результаты этого эксперимента и узнаем, повезло нам или нет впервые увидеть тень от черной дыры. Пульсары. Позвольте мне перейти к другим объектам. Они крайне интересны. Вот вы здесь видите запись, уникальную запись первого открытого пульсара. Открыли его наши ученые коллеги в Великобритании. Возможно, кто-то из вас знает эту историю. Совершенно неожиданно. Ими был построен новый телескоп совсем для других целей. Открыла его аспирантка Джоселин Белл. За открытие Нобелевскую премию получил ее научный руководитель. Так что, если есть аспиранты в зале, будьте осторожны с вашими научными руководителями. По этой оси, вот с такими меточками, вы видите, секундные метки идут. Вы представляете, здесь примерно 10 секунд. А по этой оси, собственно, измеренный радиосигнал. Вы видите вот такие вот пики, да, излучения. Фактически, такие пики, собственно, были, точнее, пиканье было измерено нашими коллегами. Регулярные импульсы, приходящие с регулярным периодом,
Наши коллеги не могли предположить, что космические объекты могут генерить подобные импульсы, и поэтому первое предположение, возможно, кто-то из вас слышал, было, что это внеземной разум, и первый пульсар был назван LGM-1, Little Green Man 1, да, то есть маленькие зеленые человечки номер 1. Потом наши коллеги открыли объект, который назвали тоже пульсар маленький зеленый человечек номер 2, но когда они нашли маленький зеленый человечек номер 3, они поняли, что, наверное, все-таки что-то там не так. Вот, и достаточно быстро осознали, что все-таки это космические объекты, это быстро вращающиеся нейтронные звезды. Совершенно уникальные объекты, это мертвые звезды с совершенно громадными уровнями давления и магнитного поля в центре. Примерно 10-километровая звезда вращается, и из двух магнитных полюсов вырываются струи, снопы очень яркого света. Величины магнитных полей здесь совершенно безумные, они позволяют генерить так называемое когерентное синхротронное излучение, когда релятивистские частицы излучают фотоны одновременно, когерентно, и в результате этого этот сноп света получается очень ярким. Другой пример когерентного излучения – это лазерное излучение. Указка работает именно таким образом, это когерентное тоже излучение. И в результате они, в общем, получаются очень яркими. И в момент, когда этот лучик чиркает по Земле, вы видите этот импульс. Давайте я попытаюсь вам показать фильм, который наши коллеги сделали, чтобы дать вам примерно представление о том, как же мы видим пульсар. Вот звук, который вы слышите, это его уровень пропорционален, собственно, амплитуде сигнала. И вот когда вы смотрите на пульсар, вот вы практически видите вот такую вот звезду, которая постоянно моргает, постоянно мерцает, и до вас доносится вот этот звук, но звук в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Крайне интересные объекты. На Земле в принципе невозможно построить лаборатории, которые бы дали вам возможность изучать поведение вещества с теми уровнями давления, с теми уровнями магнитных полей, которые есть в пульсарах. Поэтому они крайне выгодны для проведения любых экстремальных экспериментов, но экспериментов через наблюдение. Это прожектор, просвечивающий межзвездную среду. Его излучение доходит до нас через облака межзвездной плазмы. И благодаря этому мы можем изучать характеристики межзвездной плазмы. Именно этим мы в радиоастроне и занимались. Это самые точные часы во Вселенной. Мы с вами обсуждали водородные стандарты частоты, однако они недолговечны, как вы понимаете, они живут там 1 год, 5 лет, 10 лет, потом ломаются, вы покупаете новые и так далее. Вот на основе сетки пульсаров построена специальная шкала пульсарного времени, которая на основе регулярных наблюдений, благодаря чему мы имеем возможность отслеживать ход часов, ход времени значительно точнее, чем на основе чего угодно другого. И, опять же, с помощью изучения пульсаров мы можем проверять общие предсказания общей теории относительности Эйнштейна, и за это уже была дана Нобелевская премия, и мы ожидаем, на самом деле, скоро еще одну. Как мы представляем, выглядит пульсар? Вот пульсар для наблюдателя на Земле выглядит как фонарь, свет которого проходит к нам через туман. И туманом является межзвездная среда. Пульсары выглядят значительно больше, чем они есть на самом деле. Потому что, как видите здесь, вот, да, проходя через этот туман, через межзвездную среду, излучение пульсаров рассеивается. И наше понимание того, как работает рассеяние в межзвездной среде, того, какова структура в межзвездной среде, естественно, основывалась на измерениях только наземных, которые были проведены до запуска проекта «Радиоастрон». И на основе этого понимания было предсказание, что вот при изучении пульсаров, уходя на большие базы интерферометра, когда у нас вот этот громадный интерферометр, скажем, достигает размеров 10 и больше диаметров Земли, никакого излучения пульсаров мы измерить не сможем, продетектировать не сможем, просто-напросто потому, что они будут полностью рассеяны межзвездной средой.
Действительность оказалась совершенно другой. Это был второй громадный сюрприз, который мы получили в рамках проекта «Радиоастролом». Здесь я вам покажу так называемую интерференционную картину, которую мы измерили в рамках проекта. Это так называемое многокомпонентное изображение пульсаров в созвездии Паруса. Он находится на расстоянии около 1000 световых лет от Земли в нашей галактике. Вот 10 мая 2012 года вот это всего лишь результат анализа 10 минут наблюдений на длине волны 18 сантиметров в проекте. Вот. И интерферометр, который использовался здесь для этого примера, это наблюдение между радиоастроном и старейшим, и также крупнейшим, ну нет, не крупнейшим, одним из самых крупных телескопом в Австралии, на который находится в Парксе. Размер вот этого самого интерферометра построен был около 200 тысяч километров. Вот это вот уровень нашего шума, да, вот это вот сигнал. Вот предсказание теории было, что мы здесь вообще ничего не увидим. В результате мы увидели даже нечто расплывчатое. Вот в рамках этого расплывчатого мы увидели такие вот очень узкие пики. И вот эта вот картина, она непрерывно меняется. Но если вы анализируете его статистические свойства, такие как количество пиков, их амплитуды и так далее, они повторяются как на соседних временных интервалах, так же вот во время наблюдения, скажем, через неделю после данного. Вот эти вот узкие пички, которые мы увидели внутри изображения пульсара. То есть практически вместо того, чтобы увидеть вот такое вот расплытое изображение, или даже вот оно настолько расплылось, что мы просто его в принципе видеть не можем, вот мы увидели такие узкие пички. В принципе, неожиданно было для нас. Вот мой коллега Борис Штерн предложил, что, наверное, хорошим сравнением того, что мы получили, является то, как вы видите блики на поверхности воды. И первые идеи, которые пришли нам в голову, связаны с тем, что с большой вероятностью характеристика межзвездной среды – это как описание свойств таких вот свободных электронов, которые летают в нашей галактике. Наверное, мы ее понимали неправильно. Скорее всего, существуют очень компактные зоны турбулентности, которые приводят к тому, что свет от пульсара, проходя через каждую из этих вот компактных зон турбулентности, практически вот эта вот каждая зона компактная работает как линза. Она фокусирует изображение пульсара, а так как этих линз много, то мы как бы видим вот большое количество подобных узких пиков от пульсаров. Фактически вот это второй сюрприз, который мы получили на сегодняшний день, приводит к тому, что нам приходится пересматривать, перерабатывать наше представление о том, какова же структура межзвездной среды. Это принципиально важно, потому что межзвездная среда влияет, как сама по себе интересна, так и влияет на распространение электромагнитного излучения через нашу галактику, соответственно, влияет на то, что же мы измеряем на нашей планете Земля. И вот, глядя на часы, я вижу, что мне нужно закругляться, поэтому позвольте, я это и сделаю. Спасибо за внимание. Ну а теперь, как всегда, вопросы. Здравствуйте, спасибо вам за лекцию. Вопрос мой таков. Сейчас радиоастрон работает в номинальном режиме, то есть уже вышел на максимальную возможность, или 27 угловых микросекунд – это максимум, чего он достиг? Спасибо за вопрос. А мне хорошо слышно, да, потому что я не очень ощущаю. Нормально? Хорошо. 3 момента были затронуты в этом коротком вопросе. Короткий ответ – да, мы работаем на полную мощность. Почему? Во-первых, потому что мы переболели всеми детскими болезнями и научились работать с этим зеркалом, которое находится на очень большом расстоянии от нас, научились его хорошо понимать, научились реализовывать наши научные задачи наиболее эффективно. Это было сделано в рамках вот первой так называемой ранней научной программы, которая закончилась около года назад, немножечко меньше. С лета 2013 года мы перешли на так называемую открытую научную программу, когда любые научные коллективы или отдельные ученые из нашей страны или из-за рубежа могут податься с научной заявкой на наблюдательное время. Международный программный комитет рассмотрит и отберет те заявки, которые имеют наиболее стильный научный уровень, то есть предлагает наиболее интересные научные идеи. Да? Это принцип, который реализуется не во всей астрономии, но
в подавляющем большинстве областей астрономии, потому что вот эти вот все телескопы такого самого высокого класса, они настолько дороги, что невыгодно их использовать для задач не самого высокого уровня. Соответственно, с лета 2013 года мы считаем, что мы полностью вышли на уровень реализации, так сказать, ключевых научных программ, и вот мы этим занимаемся, проводя примерно около сотни экспериментов в месяц во время нашего так называемого высокого сезона, который с сентября по май длится. Летом мы наблюдаем достаточно мало. Кроме этого, с лета 2013 года, точнее, с августа 2013 года с нами работает уже 2 станции слежения и сбора научной информации. Мы можем работать только в том случае, если мы одновременно можем наблюдать космические объекты и сбрасывать данные на Землю. Соответственно, до августа у нас была только 1 впущена в России. Сейчас у нас есть 2 впущенные в Гринбенке. Таким образом, когда наш космический телескоп находится над, скажем так, Евразией, у нас работает пущено, когда он находится над Америкой, у нас работает Гринбенк, благодаря чему общий объем доступного нам наблюдательного времени для экспериментов повысился в 2 раза. Соответственно, мы и здесь вышли, да, на полный такой уровень. Вот. Если вести речь про уровень качества данных, то да, мы им абсолютно удовлетворены. Мы достигли того, что мы хотели. И последнее, вы спросили про 27 микросекунд. Тут, понимаете, какая штука. Вы можете построить интерферометр совершенно любого размера. Но если он у вас не работает, то это голый звук. Да? Поэтому 27 микросекунд дуги – это реализованное угловое разрешение, с которого мы получили реальный положительный результат, то есть на котором мы смогли измерить сигнал от космического объекта выше нашего уровня шума. Это наблюдение на длине волны самой короткой нашей, 1,3 сантиметра, на проекции базы до 8 диаметров Земли. Сейчас мы наблюдаем все на больших и больших проекциях базы. Я надеюсь, что у нас будут результаты и с еще более высоким угловым разрешением, и тогда мы, собственно, об этом и объявим. Поэтому 27 микросекунд дуги – это не то, что у нас было просто формально реализовано в результате наблюдения, а то, что у нас было реализовано А и Б, с чего мы получили положительный результат. Спасибо. Чем-то напоминает, когда вопросы на КВН задают, да? Только там очередь у них перед микрофонами, а у нас, к сожалению, нет. Давайте очередь будем делать. Здравствуйте. Помните, вы говорили то, что пульсары – это сверхточные часы. Может, даже самое точное во всей Вселенной. Так вот, можем ли мы, может не сейчас, а в будущем, использовать эти сверхточные часы для определения точного времени? Конечно же, но на масштабах длительных. Это сверхточные часы, которые позволяют нам отслеживать шкалу времени на протяжении дней, месяцев, лет. Если мне нужно, чтобы у меня сверхточные часы проработали на интервале вот в данный момент, там, данную минуту, данные 10 минут, там, час, 2 часа, 3, то все-таки водородный стандарт часы будет лучше, да, или часы, которые у меня находятся на руке. Речь идет про шкалу времени, которая строится на основе наблюдения сотни пульсаров, последующей обработки данных там, и так далее. Но в принципе, смотрите, что мы можем сделать. Значит, что мне нужно, чтобы я мог использовать пульсар как часы? Мне нужно с очень хорошей точностью знать параметры этого пульсара. Мне нужно с очень хорошей точностью знать параметры вращения пульсара, значит, каков у него период обращения и его первая производная. То есть, как этот период и вторая производная со временем меняется. Потому что, конечно же, пульсары теряют энергию, поэтому со временем некоторые из них, у них период увеличивается, у некоторых в результате определенных хитрых эффектов он как раз наоборот уменьшается. Вот если я для данного конкретного пульсара буду очень хорошо знать соответствующие параметры, если у меня в кармане будет портативный радиотелескоп, который я смогу на него навести и в режиме реального времени все это компенсировать, то да, в принципе, я смогу иметь часы, которые работают с более высокой точностью, чем водородный стандарт частоты. Но если честно, то пульсарная шкала времени, на основании которой удается реализовать стабильность более высокую, чем водородные часы, она все-таки реализована не на основе одного пульсара, а на основе регулярных изучений порядка десятка пульсаров. Я ответил на вопрос. Юрий Юрьевич, во-первых, спасибо вам большое за лекцию, было очень интересно послушать. У меня вопрос чисто математический. Вот та единица, тот параметр, характеристика телескопов, который вы нам в самом начале представляли в виде дроби, лямбда делить на d. Да.
Вы сказали, что d в знаменателе – это именно расстояние. В первом случае диаметр самой линзы, во втором случае это расстояние от одного радиотелескопа до другого. И вы говорили, что с каждым продвижением с каждым продвижением в этой области вот это угловое расширение, оно все увеличивается. Так как получается так, что у этой дроби увеличивается знаменатель, то бишь расстояние, и одновременно увеличивается сама дробь? Да-да-да, значит, эта дробь, ну, во-первых, конечно же, нужно понимать, что это примерная оценка, да. Эта дробь говорит о минимальном расстоянии, на котором могут находиться два объекта в космосе, чтобы я мог их еще разделить один от другого, да. Предположим, если я говорю, что мое угловое решение составляет... Ну, когда я вот использую эти цифры, я же знаю, да, там, угловая, секунда, минута, никому это особо ничего не говорит, да, ну черт, ну с градусами-то мы работаем, да. Итак, мое угловое решение 1 градус, да. Что это означает? Это означает, что если на небе у меня находятся два объекта на расстоянии 1 градус, один от другого, вот я на них смотрю, да, то я могу их различить как два объекта, да. Если они находятся на расстоянии полградуса, то я их уже как два не различу. Он для меня будет выглядеть как один объект, да. Вот это вот фактически угловое разрешение. Так, угловое решение 1 градус, это означает, что если расстояние между объектами меньше, чем градус, то они для меня не различаются. Теперь предположим, что мое угловое разрешение не градус, а угловая минута. Я его улучшил, мое угловое решение, в 60 раз. Да? Вот. Соответственно, тогда они у меня могут быть ближе друг к другу в 60 раз, и я все равно их смогу разделить как два. Вот поэтому. Итак, у нас дробь. В числителе у нас длина волны наблюдения, предположим, 1 см, в знаменателе вот та самая цифра. Если я знаменатель увеличиваю, то величина дроби уменьшается. Соответственно, чем меньше величина дроби, тем лучше мое угловое разрешение, правильно? А можно это по-другому рассказать. Я все время рассказываю, как отделить один объект от другого, но можно же по-другому поговорить. Вот помните, я эти самые рисовал всякие на доске, точнее на экране, всякие улыбки, да? Вот если вы посмотрите на меня, и предположим, что вы меня исследуете с плохим угловым разрешением, как одиночный телескоп, то вы увидите в лучшем случае, что я какой-то продолговатый объект. Вот вы увеличите угловое решение, вы фактически сможете разрешить то, что у меня есть там что-то такое продолговатое здесь, да, здесь и может что-то какая-то точка тут. Вы увеличите угловое решение дальше, и вы уже начинаете различать пальцы, нос, глаза и так далее. Вот фактически вот оно так работает. Да. Соответственно, чем выше ваше угловое разрешение, чем меньше величина этой дроби, да, тем меньше величина тех деталей на мне, как на космическом объекте, которые вы сможете восстановить. Вот эту вот подробность и четкость восстановления вашего изображения. Но вот формально у нас это называется угловым разрешением. Да. И вот я не знаю, сколько еще будет вопросов, если захочется поиграться в интерферометр, мы можем это сделать. Вот. Но интерферометр, конечно же, который позволяет нам изучать космические объекты, это интерферометр, который желательно должен состоять не из одной базы, да, их должно быть много. Это делается разными способами. Либо вы увеличиваете количество телескопов, которые наблюдают вместе, да, либо вы просто ждете, и у вас, предположим, спутник облетает вокруг Земли, и вы как бы на совсем разных длинах и на разных направлениях баз изучаете космический объект. И чем вот больше подобной информации, тем с большей подробностью, да, и детализированностью вы сможете восстановить изображение того или иного космического объекта. То, что мы делаем сегодня, это совершеннейшая фантастика. Мы с помощью интерферометрии можем строить действительно изображения очень подробные и ясные, но я не знаю, насколько много в зале физиков, математиков, людей с техническим образованием, поэтому я рискну сказать одну умную фразу. Вот интерферометры, они очень тяжелые для восприятия, потому что на самом деле интерферометры измеряют не параметры изображений космических объектов, а то, что называется Фурье-преобразованием от этого дела. Ага. Поэтому, если вы знаете, что это такое, то вы поняли, что я хотел сказать. Если не знаете, то вы можете почитать в Википедии, что такое преобразование Фурье. Так вот, после того, как вы это почитаете, вы поймете, что же на самом деле изучают интерферометр, измеряют интерферометр. Спасибо вам большое, все понятно. Спасибо. Большое спасибо за лекцию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот с чем был связан не классический ракет-носитель «Протон», а «Зенит»? Такой технический вопрос. Хороший вопрос.
Этот вопрос обсуждался в те годы, когда, я не то что ходил под стол, я уже, наверное, все-таки бился головой о край стола. Но в то время, когда я еще не занимался активно этим проектом занимались наши отцы в прямом и переносном смысле. Насколько я знаю, поэтому могу соврать, да. Но насколько я знаю, причины две. Первая причина – это протон дороже. Вторая причина – по большому счету, такая мощная ракета, как протон, не нужна для этого запуска. И третья связанная причина – это очень важный вопрос совместимости. Совместимость – плохое слово. Я его использую. Совместимости того аппарата, который вы запускаете, и того разгонного модуля, который вы используете для того, чтобы вывести его на заданную орбиту. Так вот, как наш аппарат, который называется «Спектр-Р», всего в серии «Спектр» на сегодняшний день по нашей федеральной космической программе 4 аппарата. Это «Спектр-Р», радиоастрон, работает в радиодиапазоне. Следующий на очереди на запуск. Мы очень надеемся, что будет успешным. В начале, сейчас произошло очередное, к сожалению, отдаление этой даты. По-моему, на сегодня это начало 16-го, что ли, года. Запуск следующего «Спектр-РГ» будет работать космический телескоп в рентгене и гамме. Мы желаем нашим коллегам большого успеха. Следующий спектр ультрафиолета, следующий спектр миллиметрон, который будет работать на миллиметровых волнах. Так вот, все эти проекты серии «Спектр», космические обсерватории большие, они строятся научно-производственным объединением имени Лавочкина. Это главная техническая организация проекта. НПО имени Лавочкина разрабатывает не только сами аппараты, но и разгонные модули. Так вот, у них есть разгонный модуль, который они разработали, фрегат СБ. Мы используем СБ, значит, сбрасываемые баки. То есть он немножечко может дальше вас оттолкнуть, чем обычный фрегат. Этот разгонный модуль разработан НПО имени Лавочкина и может быть использован с ракетой «Зенит» и с ракетой «Союз». Он не ставится на протон. Вы же понимаете, что если у вас одна и та же фирма разработала и ваш спутник, и ваш разгонный модуль, то в принципе это минимизирует риски, да, потому что это та же самая организация, те же самые люди, те же самые группы, которые знают и то, и другое. И вот как бы связка и спутник, и разгонный модуль, сделанные одной и той же фирмой, она была очень важна, и она, соответственно, поэтому стала на «Зенит». Вот причина в этом была. Не за что. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Общепризнано, что результаты проекта должны быть представлены в реферированных журналах мировых. Вот те результаты, которые вы сегодня нам замечательно рассказали, они уже представлены или когда планируются публикации по проекту «Радиоастрон»? Спасибо. Значит, спасибо. Частично они уже представлены. Заглавные публикации по проекту «Радиоастрон» вы можете найти в реферируемом журнале издательства «Наука» с переводом на английский язык. Это том, номер я не помню. Это 2013 год, март месяц. Она уже вышла. Это публикация там, на несколько десятков страниц, где вы можете увидеть первые результаты, о которых я сегодня рассказывал. Следующие публикации частично в настоящий момент находятся на рецензировании международных научных журналов, частично пишутся и в ближайшее время будут посланы. Интересно, что вы спросили. Вот если вы это спросили не ради галочки, а потому что вас действительно интересует, и вы представляете то, о чем спрашиваете, то вы можете сегодня или завтра залезть в AstroPH и как раз найти там, по-моему, должна появиться сегодня очередная публикация по тематике радиоастрона, которая должна выйти в Astrophysical Journal. Так что поищите, честно говоря, кто же там первый автор? По-моему, Смирнова et al. Должна, по-моему, сегодня появиться в AstroPH. У нас есть очень серьезное отношение не только к публикации научных результатов, но и к публикации научно-технических результатов, потому что проект технически очень сложен. И тот опыт, который мы наработали, мы считаем, он очень важен для будущих поколений, как в нашей стране, так и за рубежом. И мы тоже подготовили серию статей, которые в настоящий момент, собственно, находятся уже на подготовке публикации. Мы надеемся, что выйдет отдельный просто номер журнала, опять же,
реферируемого космические исследования, в котором будет целый набор статей, который будет рассказывать про научно-технические результаты, как нам удалось реализовать необходимые требования по восстановлению параметров орбиты, без которых ваш интерферометр просто не сработает, потому что вам нужно для успеха определять параметры орбиты с достаточно высокой точностью. Как нам удалось реализовать очень многие уникальные решения в рамках нашего проекта, тоже будет опубликовано. Поэтому мы очень серьезное внимание отводим как публикации науки, так и публикации техники. Вот. Но я должен сказать, что мы абсолютно осознанно стараемся не форсировать совершенно безумно публикации, потому что мы с самого начала задали очень высокую планку тех результатов, о которых мы рассказываем. Нам категорически, фактически запрещалось нами самими, было крайне опасно, скажем так, ошибиться. Потому что, ну посмотрите, да, это же легко понятно. Мы практически никогда не запускали космических проектов такого уровня в нашей стране. Мы вышли практически из небытия. Конечно же, вы можете предположить, и ваше предположение будет корректным, было очень много скепсиса до запуска нашего проекта. И нам нужно было очень быстро получить результаты, которые бы показали, что мы успешны и привели бы к тому, что с нами бы стал работать весь мир. Потому что вы же понимаете, что, к сожалению, крупнейшие наземные телескопы находятся за пределами нашей страны. У нас нет к ним прямого доступа, они в смысле, что они лежат у нас в кармане. И единственный аргумент, почему самые крупные телескопы, находящиеся на этой планете, будут работать вместе с вами, это только в том случае, если есть гарантия того, что те результаты, которые вы получаете, это уникальные результаты, принципиально важные и интересные, важнее и интереснее, чем другие программы, которые могли бы идти вместо вас. И нам очень быстро удалось выйти на этот уровень, и на сегодня, как я вам уже рассказывал, все действительно работают вместе с нами очень активно. И другим очень важным показателем успеха, который был нам приятен, потому что одно дело это, ну не знаю, какие-то публикации в СМИ, какие-то выступления, в которых вы должны быть, как говорят, политически корректны. Существует лакмусовая бумажка вашего успеха. И это причина, почему, ну не хочу я вдаваться в политику, все-таки у нас сегодня научный доклад, но это причина, почему мы все время подталкиваем, чтобы все в нашей стране происходило максимально прозрачно. Потому что максимальная прозрачность и открытость, она практически гарантирует вам выход на очень высокий уровень или очень быстрое понимание того, что вы не смогла. Мы открылись. Как я говорил, мы уже провели второй конкурс, открытый по доступу к нашему наблюдательному времени. И каждый раз к нам поступает громадное количество научных заявок с большого количества групп, как в нашей стране, так и за рубежом. Очевидно, что если вы пишете научную заявку и собираетесь работать на том или ином очень технически тяжелом инструменте, готовы вкладывать в это свое время и силы, это означает, что вы действительно ожидаете получить какие-то уникальные результаты. И это как раз то, что мы видим с научной программой нашего проекта. Ну как, я воспользовался вопросом, чтобы порекламировать нас побольше? Вопрос, скажите, у вашего аппарата предусмотрена ли возможность коррекции орбиты? Насколько я понимаю, при таком перегеле орбита будет быстро, значит, регрессировать. Эволюционировать, да. Да, эволюционировать. Спасибо. И вообще, какая точность прогноза орбиты, поскольку, как я понимаю, она должна быть достаточно высокой, да? Спасибо за замечательный вопрос. В серии других замечательных вопросов я им воспользуюсь, чтобы рассказать про то, о чем я не рассказывал в лекции, потому что времени не было. Значит, в начале про эволюционирующую орбиту. Наша орбита называется называемой сильно эволюционирующей по той простой причине, что мы идем очень далеко, соответственно, близко к Луне, и Луна оказывает на нас гравитационно очень серьезное влияние. Из-за этого мы активно эволюционируем, сильно эволюционируем, и это сделано специально. Наша орбита специально продумана таким образом, чтобы она сильно эволюционировала. Потому что это позволяет иметь максимально широкую свободу при планировании научной программы. То есть практически в рамках целого года вы можете выбрать тот момент времени, когда интересующий вас объект вы можете исследовать при наиболее благоприятных условиях.
Да, действительно, нам крайне важно иметь возможность коррекции орбиты. В противном случае, если что-то пошло не совсем так, то вы можете врезаться в Землю. У нас есть на борту примерно 100 килограмм так называемого рабочего тела, которое мы можем использовать для коррекции орбиты. С момента запуска проекта в космос коррекция орбиты была проведена один раз. Если я не вру, в марте 2012 года. Мы сделали 2 коротких импульса. В результате мы поправили на коррекцию орбиты, потратили на коррекцию орбиты примерно 5% рабочего тела. После этой коррекции мы гравитационно стабильны, то есть мы гарантированы от, по крайней мере, мы так считаем на сегодня, я объясню почему, я сделал эту уговорку, мы гарантированы от падения на Землю на 10 лет. Почему я сделал оговорку? Потому что есть определенные моменты, которые не позволяют нам с идеальной точностью предсказать орбиту в будущее. Эти моменты связаны с тем, что нам приходится разгружать наши маховики. Я думаю, что не очень многие поняли, что я только что сказал. Космический аппарат для того, чтобы он стабильно, то есть для того, чтобы он мог перенаводиться между разными направлениями на небе, а также чтобы он стабильно держался на каком-то направлении, которое нам нужно, использует схемы маховиков. Вы, наверное, помните, все читали, да, всякие фантастические рассказы, что вы, или может быть, даже научно-популярные, что вы в космосе можете взять диск в руки, повернуть его в одну сторону, а сами повернетесь в другую. Вот примерно так оно работает. И когда вот эти вот маховики, которые вращаются у нас на аппарате, и вы прикладываете к ним как бы электрический ток, они вращаются быстрее в одну сторону, вы вращаетесь в другую. Когда они начинают вращаться с слишком большой скоростью, вам нужно сбросить момент. Вот для сброса момента мы используем тоже топливо на борту, его тоже хватит на много лет. Но из этого сброса момента у нас орбита немножечко меняется, да, происходит такой маленький толчок, примерно на уровне 1 сантиметра в секунду. И вот это, к сожалению, сложно предсказать. Но на сегодняшний день все еще мы ожидаем, что наша орбита достаточно хорошо, чтобы 10 лет ее не надо было подправлять. Вроде бы все, или вы задали что-то еще, я пытаюсь вспомнить, был... да, точность орбиты вспомнил. Да, шикарный вопрос. Для интерферометров крайне важно с высочайшей точностью знать координаты телескопов, которые являются, собственно, частью этого интерферометра. Зачем нам нужно знать с высокой точностью координаты наших телескопов? Потому что нам нужно знать с высокой точностью, в какой момент времени, где и когда и как электромагнитная волна, собственно, достигла нашего телескопа, да, и как мы, и какова величина задержки прихода фронта волны на космический телескоп и наземный телескоп. Вот это вот, собственно, задержка нужна с очень высокой точностью. По техническому заданию. Требования по точности у нас следующие. Они звучат своеобразно, потому что кажется, что не очень высокие, некоторым кажется, очень высокие. Значит, требования по расстоянию на восстановленную орбиту следующие. Несколько сот метров точность по расстоянию, не хуже 2 сантиметров в секунду точность по скорости и, по-моему, 10 в минус 7 метров в секунду в квадрате. Это точность восстановления информации про ускорение нашей орбиты. Значит, зачем нам это нужно? Потому что, не зная положение аппарата точно, нам приходится применять специальные методы поиска интерференционного сигнала вот в тех данных, которые мы получаем. И эти методы позволят нам найти сигнал в том случае, если реализуются те уровни точности восстановления орбиты, про которые я сказал. Они реализуются. Они реализуются при использовании 5 методов измерений параметров орбиты. Мы используем радиометрические методы измерения скорости и расстояния. Это делается с помощью станций управления нашим аппаратором. Это 64-метровое зеркало, находящееся в Подмосковье в Медвежьих озерах, 70-метровое зеркало радио, которое находится в Уссурийске, это Дальний Восток практически, там близко там Китай. Это измерение скорости с помощью методов Доплера, которые делают наши станции сбора информации в Пущино и в Соединенных Штатах. Это измерение расстояния с помощью лазерной дальнометрии. На, как сказать мягко, на попе нашего аппарата находятся так называемые ретрорефлекторы. Да, это специальные системы, которые отражают оптический сигнал строго в том же направлении, откуда они его получили. И вот, производя как бы отстрел нашего аппарата
с помощью специальных лазерных дальномеров мы можем измерять расстояние до него. Также существуют методы оптические, если вы просто-напросто фотографируете, да, звездную площадку, да, площадку неба, где есть наш аппарат, вы можете тоже восстановить информацию про его положение, очень полезные для нас. И последний метод – это методы интерферометрические. Помните, я вам рассказывал, что вы можете использовать интерферометры для измерения координаты скоростей движения, скажем, телескопов на нашей планете, восстановления параметров вращения Земли. Вы также можете использовать эти методы для того, чтобы с высокой точностью измерить координаты объектов на небе. Вот их тоже можно использовать для того, чтобы восстановить информацию про наш телескоп, и мы тоже это делаем. Вот использование всех этих методов вместе позволяет восстановить информацию про орбиту на любой момент времени, интересующий нас, то есть во время экспериментов, вот в тех интервалах, которые я сказал. Еще раз, не хуже нескольких сот метров по расстоянию, не хуже 2 сантиметров в секунду по скорости, и там очень жесткие требования по ускорению. Спасибо. Ну что же, друзья, вопросов больше нет? Еще один вопрос, последний. Есть еще один вопрос. В связи вот с таким замечательным проектом хотелось бы спросить, вообще есть в России комплексная программа развития радиоастрономии? Это первая часть вопроса. А вторая, в целом мировая радиоастрономия в каком направлении движется в контексте вот радиоастрона, ну и других проектов? Значит, здесь есть два важных момента, и я их сразу проговорю. Первое, это нужно очень четко разделять наземную экспериментальную астрономию и космическую экспериментальную астрономию. Причина, почему приходится это разделять, естественно, не научная, она финансовая или там организационно-политическая. Но так как вы задали вопрос про программу, реализацию и так далее, то вы меня простите, без денег здесь, конечно же, не обойтись. Бюджеты, которые используются для развития наземной экспериментальной базы, и бюджеты, которые используются для развития космической экспериментальной базы, это принципиально разные бюджеты. И это специфично для любой страны. То есть любая развивающаяся страна, развитая страна, если она занимается подобными вопросами, у них есть космические агентства, которые имеют отдельные бюджеты и финансируют космос, и у них есть фонды или отдельные программы правительственные, которые финансируют Землю. И здесь нужно понять, что по историческим причинам предыдущих громадных успехов, плюс по современным приоритетам, продолжение развития высоких технологий в космической отрасли, финансирование космической астрономии в нашей стране находится на несравнимом более высоком уровне финансирования наземной радиоастрономии. Поэтому, если говорить про программу космическую, научную, экспериментальную, то она хорошо известна. Вы можете ее все найти. Она называется «Федеральная космическая программа Российской Федерации». Она утверждается нашим правительством, вы про нее можете почитать, и вы можете увидеть все те проекты, которые там утверждены и сейчас финансируются. Я могу рассказать, наверное, про многие из них, но все даже не упомню, но я не буду, потому что я уже упомянул про главные из той тематики, которую мы сегодня обсуждаем. Это так называемая внеатмосферная астрономия, это вот аппарат серии «Спектр». И также к нему нужно добавить проект Гамма-400, это что-то такое аналог Ферми, телескоп, который сейчас летает в Соединенных Штатах, это широкопольный гамма-телескоп. Вот это все находится в Федеральной космической программе, и мы надеемся, что это произойдет, если говорить про внеатмосферную астрономию. Если говорить про наземную радиоастрономию, то на сегодня существует проект постройки 70-метрового зеркала с активной поверхностью на плато Суфа в Узбекистане, который начался и соответствующие межправительственные соглашения подписаны между нашими странами, однако финансирование его не происходит. Кроме этого, развивается радиоастрономия на базе специальной астрофизической обсерватории и Института прикладной астрономии, однако принципиальных больших новых проектов, кроме нефинансируемой СУФы, на сегодня нет. Обсуждаются вопросы о возможности входа в большие международные проекты типа телескопа размером в квадратный километр, однако пока это все находится на стадии обсуждения. Если говорить вообще про вопрос того, по какому принципу надо развивать наземные, ну и космические тоже, астрономию экспериментальную, то, наверное, подход должен быть такого двунаправленный.
Ни в коем случае нельзя бросать развитие своей наблюдательной базы, потому что, лишившись всего своего, просто не будет возможности взращивать новых студентов, аспирантов и молодых специалистов. Но, с другой стороны, все, что можно было решить силами одной отдельно взятой страны, практически все новые прорывные инструменты стоят совершенно запредельные суммы. А я сегодня уже упоминал про это. Если вы хотите получить новые принципиальные результаты, вам нужно сделать прорыв по технологии, вам стоит очень дорого. Практически любые современные телескопы, серьезно, находятся на уровне от миллиарда, скажем, евро и выше. И никакая отдельная страна это потянуть не может. Поэтому нужно, конечно же, ходить в коллаборации. И это активно обсуждается. Я не далее, как несколько дней назад с нашим министерством эти вопросы обсуждал. У нас есть поддержка на этот счет. Однако пока до реальности это все-таки еще не дошло. Значит, теперь мировые тенденции. Но все-таки вопрос был про радиоастрономию, да, поэтому я попытаюсь остановиться на этом. Мировые тенденции в области радиоастрономии экспериментальной связаны с развитием, первое, длинноволновой радиоастрономии. Это телескоп, который называется LAFAR в Голландии. И одни из прорывных результатов, которые там ожидаются, это по исследованию пульсаров. Есть надежда впервые продетектировать гравитационные волны. Я не знаю, сколько из вас поняли, о чем я сказал, но я попытаюсь вам тут на пальцах объяснить. Значит, наши коллеги в Европе и в Соединенных Штатах потратили громадное количество миллиардов своих дензнаков на то, чтобы построить хитрые интерферометры, точнее, хитрые системы, которые с высочайшей точностью позволяют вам измерить, ну, скажем так, колебания такого тяжелого диска. Вот у них есть такой диск тяжелый, зеркальный, и им нужно измерить вот его колебания. Для этого используются лазеры, строятся туннели и так далее. Почему? Его колебания позволят вам, если вы их измерите, позволят вам измерить, собственно, гравитационные волны. Потому что гравитационные волны, которые проходят через этот вот большой тяжелый диск, они, собственно, приводят к его колебаниям. Пока никаких существенных результатов там нет, к сожалению. Есть много технических ограничивающих факторов. И какое-то количество лет назад наши коллеги выступили со следующей идеей. А давайте будем использовать, как вот это вот рабочее тело для инструмента, позволяющего вам измерить гравитационные волны, планету Земля. Ну, потому что планета Земля большая, такая хорошая, через нее проходят гравитационные волны. Она, соответственно, должна тоже колебаться, если вы учтете все остальные эффекты. Но как измерить ее положение? И идея заключалась в том, чтобы использовать сетку пульсаров. Для того, чтобы, изучая как раз моменты прихода импульсов от этой сетки пульсаров, засечь, потому что раз вы колебаетесь, соответственно, с этого пульсара вам немножечко позже придет, с этого немножечко раньше. И вот, пользуясь этим методом, привязываясь к пульсарам, измерить, именно предиктировать впервые гравитационные волны с помощью нашей планеты Земля, вот именно с помощью пульсаров. Значит, тут явно пахнет Нобелевской премией. Раз пахнет Нобелевской премией, то, естественно, это двинется куча народу и куча правительств разных стран. Вот это сейчас происходит. И это одна из идей, которая толкает вперед, ну, не LAFAR, вот, а телескоп размером квадратный километр. Вторая идея – это на длинных радиоволнах исследовать так называемую эпоху вторичной ионизации. Здесь у меня есть, к сожалению, мало времени, чтобы рассказать, что это такое, но вот произошла вторичная второй раз ионизация вещества во Вселенной, и вот исследование характеристик этого момента, этого эффекта фактически даст вам новые экспериментальные данные, позволяющие вам дальше исследовать модель, собственно, нашей Вселенной, космологию. Вот это вот другое направление, которое связано с постройкой телескопов, которые работают на длинных радиоволнах, типа LAFAR, типа SK размером с квадратный километр. И третье, очень сегодня активно развивающееся направление, это направление исследования объектов Вселенной на коротких радиоволнах, это миллиметры и субмиллиметры. Вы можете великолепно исследовать пыль в нашей галактике, вы можете исследовать громадное количество разнообразных молекул в остатки звезд, протозвезды в нашей галактике. Многое другое, совершенно великолепные можете проводить эксперименты вот с помощью таких вот систем, и она построена, система ALMA, как раз стоила тот самый миллиард, о котором я говорил, на плато Суфа. Это вот третье такое направление того, чем занимается сегодня радиоастрономия, и куда она двигается, и куда она будет двигаться, несомненно, в ближайшие десятки лет. Если говорить про последователей радиоастрономии, то такие имеются, и имя им китайцы. Значит, китайцы, наши китайские коллеги, выступили с идеей запустить 2 радиотелескопа в космос, благодаря чему вы сможете
иметь намного больше информации с наземно-космических, даже наземно-баз интерферометра, благодаря чему вы сможете восстанавливать изображение космических объектов с еще большей контрастностью и подробностью, чем то, что может сделать радиоастрон. Ну, подробностью не уверен, кстати. Вот они во многом основывают свое понимание того, куда же двигаться дальше, именно на наших результатах. На наших результатах как технических, так и научных, потому что проблема заключается в том, что нет никакого смысла повторять чужие результаты. Вот. А мы уже поляну достаточно хорошо тут покрыли, поэтому нашим коллегам нужно находить те ниши, которые мы еще не смогли решить с помощью проекта «Радиоастрон». Спасибо. Ну что ж, поблагодарим Юрия Юрьевича за очень глубокие, интересные, подробные ответы.